Здорово, ребят, рад видеть вас у себя на канале, и началась у нас очередная Лига Рандома. Видео я заранее не записал, но ничего страшного, я вот сейчас вам это все покажу рабочие колоды для того, чтобы делать победы. 8 побед нужно, чтобы забрать максимум наград, то есть, которые у нас будут в линейке. Неважно, там пропуск, не пропуск, главное 8 побед сделать, а дальше уже как вы хотите, идти в топ, не идти в топ. В общем, те колоды, которые сегодня я вам порекомендую, они действительно сильные. Если там все правильно сделать, я в двух словах расскажу по каждой колоде, что нужно сделать. И надеюсь, у каждого получится сделать какое-то количество побед и у кого-то зайти в топ. Перед началом желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита, маленькая пауза и будем начинать. До сих пор доначишь через игру? Фатальная ошибка. Я расскажу, как это делать правильно. На официальном сайте MyGames в разделе Rush Royale существует различное количество товаров, начиная от кристаллов, пропусков, заканчивая платиной. Для наглядности объясню, что такое платина. Вот она у меня есть на аккаунте. После того, как вы покупаете платину, любой товар в этой игре встает выбор купить за обычные деньги, либо за платину. Я закупаюсь, как правило, платиной, потому что это удобнее и всегда можно купить любое предложение, либо что-то другое, то или пропуск, или что-то так за платину. Это удобно. И бесплатным колокольчиком, который можно забирать раз в сутки. Обязательно этим пользуйтесь. Также есть лимитированная акция по колокольчикам. Это разовые покупки, которые можно забрать один раз. Для того, чтобы совершить покупку, вы выбираете любой товар. Например, это будет 1000 платины. Бонусом идет 10%. Нажимаете «Купить». Для того, чтобы поддержать меня и принять участие в розыгрыше, который проходит каждый месяц, нажимаете «Поддержать автора». Вводите мое кодовое слово «Але». Можете написать любое сообщение, которое придет мне на аккаунт. Я его увижу. После чего нажимаете сюда, выбираете платформу, с которой играете. У меня это iOS. Выбираете свой ID, нажимаете «Продолжить», после чего перекидывает вас на окно оплаты, где вы оплачиваете любым удобным для вас способом. Итак, поехали, ребят, по банам на эту Лигу Рандома. Джин, Древо, Феникс и Бард. Опять же, пешки хорошие, но есть другие пешки, плевать на эти баны. Поэтому поехали. Первая колода — это шапка. На моей памяти шапку не банили ни разу ни в одной Лиге Рандома, и она достаточно хорошо играет, и уже много ребят научились ей играть. Поэтому вариаций колод очень много для этой шапки. Опять же, настоятельно рекомендую использовать саб пешкой Кобальда, потому что Кобальд нереально сильный. В Лиге Рандома он 11-й, и по сравнению со статуей или теми же мечами 11-ми, та прибавка к урону, которую он дает, а по шансу крита в принципе не важно. Шанс крита, во-первых, он заложен в базу, во-вторых, у нас будет здесь гайка, которая будет бустить урон и скорость, и там всего по чуть-чуть будет бустить. Главное, что Кобальд будет хорошо бустить нам урон, особенно в этой колоде мы будем раскручиваться за счет призыва. В итоге шапка альфа плюс талант на очищение, потому что мы играем с гайкой, которая не дает нам никакой защиты. Призыватель на множественный, потому что за счет него и Орликина мы сможем раскрутиться. И также второй талант на доп ману. Через призывателя мы аккуратненько раскручиваемся, делаем ранги, находим высоких дряд, находим высоких шапок. За счет того, что у нас нет ни ловчего, ничего другого в колоде, шапок можно сделать много, запас по мане тоже будет огромный. И за счет того, что мы растакаем Кобальда, урона, соответственно, будет тоже очень много. Дрядка. Доделаем ранги, опять же, там Т5 шапок будет вполне достаточно, выше Т5 шапок можно не делать. Кобальд на левых талантах, так можно обузить стаки, соответственно, намного быстрее. По шмоткам, копье, куртка, скорость — это самый лучший сетап, наверное, для Лиги Рандома, потому что у вас скорости много, у соперника скорости мало. Обязательно смотрите по фракциям, чтобы куртка хорошо подходила под пешки, чтобы резала максимум, ну и копье тоже смотрите, чтобы совпадало с фракцией вашей ДД пешки. По амулету можно выбрать амулет роста, если вы не хотите ставить много шапок и не хотите контролировать, либо же можно выбрать проворность, сделать там 5-6 шапок, подготовить запас маны и побеждать. Поэтому колода неплохая. Мне шапка, в принципе, не особо нравится, но если вдруг придется ей играть, а не остальными 4 колодами, то я, наверное, ей играть и буду. Следующая колода, и это для меня уже постоянная моя колода, она у меня есть каждую Лигу Рандома. Максимально стабильная, точнее максимально нестабильная, но сильная. Она может задушить очень быстро, и это душня, но своеобразная. Здесь у нас есть мастер стихий у нас порезанный, поэтому опять же здесь вкусовщина. Левые, правые таланты, урон он будет наносить меньше, чем раньше, поэтому к этому тоже аккуратненько надо относиться, потому что прошли балансные правки. Орликин тоже на 2 левых талантах, и, соответственно, тоже призыватель у нас есть, но на 2 правых. За счет Орликина с призывателем мы также раскручиваем свой стол, и здесь нужно работать только через них, потому что ранг стола мы будем делать только за счет того, что будем раскручивать вот этими 2 пешками себе весь стол. Нам нужно там 2-3 ловчих, там 4 панды минимум, и все остальное должно быть в жнецах.
Жнец на всех правых талантах, очень душная пешка. В лиге рандома он выпускает огромное количество душных духов, которые душат соперника, и за счет этого, получается, чистит нам волну, остаются единичные мобы, мини-боссы, которых мастер стихии достаточно быстро убивает, тем более под ловчим и тем более на гайке. Поэтому стол раскрутили, выставили нужное количество каждых пешек, и все, просто сидите и душите соперника. Можно также копить ману, просто чтобы давать панде максимальный мана. По шмоткам то же самое, я рекомендую копье, куртку, скорость. Копье проверьте, чтобы было и на темное владение, и на лес, чтобы бустить скорости панде и жнецу. И амулет здесь конкретно только проворности, потому что вы никогда не угадаете, куда у вас упадет высокая панда, и поэтому лучше не рисковать и юзать амулет проворности. Следующая колода максимально простая, и ни для кого она уже не новая. Это стандартный робот, как он играет в PvP, переработанный робот на русалке. Здесь у нас будет доступно два таланта, левый и правый. За счет левого таланта нам не нужна в колоде абсолютно дриада. Мы будем копить стаки, и за счет вот этого таланта мы будем давать роботу, получается, стаки. Он будет повышать урон и, соответственно, повышать свой ранг. Также у нас будет правый талант за счет того, что мы играем с русалочкой, поэтому стаков будет намного больше. Призыватель Арлекин абсолютно по такой же аналогии, но здесь я, наверное, буду использовать множественного призыва, потому что если правильно его обузить, стаков можно будет делать намного больше, чем соперник, который будет играть с тем же усиленным призывом. Также сюда я добавил стрелка и кобальда, потому что стрелок здесь вписывается идеально, нам не нужна дриада, нам не нужно ничего. Плюс этим стрелком мы сможем переносить кобальда по шахтам, намного быстрее копить стаки, и в принципе стрелок сам по себе смотрится идеально, потому что можно быстро выставить роботов по точкам роста, а здесь амулет роста будет, ну и то же самое, копье, куртка, скорость. И, соответственно, очень хорошо резать броню. Такая колода играет в PvP, играет очень сильно, но, правда, играют с ведьмой. Но здесь ведьма не нужна, здесь и так все будет супер отлично, потому что урона у такого робота просто огромное количество, даже на двух талантах, потому что это все дело можно очень-очень хорошо обузить. Плюсом можно потом подставить в конце еще одного робота, и еще одного робота, и еще одного робота. Сколько стаков вы захотите сделать, столько стаков делать и можно, и, соответственно, роботов тоже. Поэтому тоже очень неплохая колода, рекомендую. Четвертая колода, и это мой фаворит в лиге рандума, потому что инженера никто не банит, инженер супер сильный, мне его показали в прошлой лиге рандума, и на таком инженере я не проиграл ни одной игры и поставил свой рекорд по урону, соответственно, в этой же лиге рандума. Супер кайфовая колода, максимально четкая, максимально несложная, здесь почти ничего не надо делать, здесь просто играешь в удовольствие и все. Огнезуб, ребята, огнезуб это мета, конкретно для лиги рандума. Смотрите, в чем прикол. Инженер у нас на всех талантах, потому что это эпик пешка, поэтому ему будут доступны все таланты. Мы берем право, лево, право. Правый талант у нас будет вот такой вот. И, соответственно, когда у нас 13 инженеров на поле, они получают максимальный буст, получают доп урон от связи и 5% крит шанса они получают дополнительно. Плюс 15 талант, при попадании детали он может апнуть инженера. Здесь тоже есть Арлекин Дриада, Арлекин Призыватель, и Призыватель здесь только множественный, потому что от застака мы можем уйти, когда будем кормить пешку Огнезубу. Также Огнезуб с шансом может повысить любую пешку на столе, поэтому здесь мы раскручиваемся, не боимся, сразу выставляем 5-6 инженеров, за счет дряд делаем их там 5-6 ранга, можно даже просто 5 оставить, и стакаем кобальдов. Кобальды стакаются очень быстро, потому что застака нету. В конце вы выставляете 13 инженеров, можно поставить 14 инженера и просто кушать пешки в Огнезуба там по его откату. Огнезуб будет наносить урон. Эти инженеры наносят огромное количество урона за счет того, что первый талант у нас стоит правый, огромное количество скорости атаки, огромное количество урона, и, в принципе, если приловчиться к этой колоде и вам ее не будут банить, то, блин, она может выиграть, наверное, любую колоду, которая будет в этой лиге рандома. По шмоткам копье, куртка, скорость, ну, скорее всего, такие вещи я буду использовать везде. Амулет проворности. Амулет проворности растакивается на этой колоде очень быстро, и вы представьте, когда у вас будет 13 равноценно сильных инженеров, которые будут получать весь буст от Дриады, соответственно, на Фее Ярости, которые будут получать весь буст от Кобальда, и которые все будут высокого ранга, плюс под бафом от Огнезуба. Очень сильная колода, кто хочет, я завтра буду, точнее уже сегодня буду стримить это все дело, и если будут давать эту деку, я буду играть постоянно, потому что нереально сильная.
Друзья, каждый месяц у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, где я разыгрываю 2200 платины, и вся эта платина будет делиться между 10 победителями, которые, соответственно, выиграют. По условиям все просто. Первое, подписка на ТГ-канал. Второе, быть зафоловленным на мой Twitch. Опять же, переходите в телеграм, ссылка будет в описании. Нажимайте кнопку «Участвовать» и выполняйте все условия. Результаты будут подводиться автоматически, в Telegram будет поститься вся информация, и с победителями лично буду я связываться и начислять награду. Последняя колода в моем пуле — это монах. Монах почиканный, монах порезанный, но это монах и это лига рандома. Поэтому здесь он смотрится очень неплохо. Данная колода дается мне очень тяжело, потому что здесь немножечко решает фактор рандома, потому что здесь монах на равновесии. Правый и левый талант со спокойствием, чтобы почиститься чуть что. Нужно в конце концов выйти в full stall. Параллельно этому нужно будет настакать кобальдов, сделать хорошие ранги, и не всегда у меня это получается, потому что здесь уже реально зависит от рандома. Но если вы раскачиваете кобальдов, строите full stall, то эта колода очень-очень хорошо дамажит даже на вторых-третьих рангах, потому что даже с учетом порезанной базы на равновесии подняли проценты за каждый стак. Соответственно, все просто. Вначале вы начинаете потихоньку копить сферы, растакивать кобальдов. Поверьте, самое важное здесь это кобальды, потому что когда вы в конце закроете стол, каждый монах будет считаться основным, и у каждого монаха будет, по сути, одинаковый урон. И если вы раскачаете кобальдов, примерно по аналогии будет как с инженером. У вас full стол максимально сильных монахов, которые будут постоянно накапливать стаки за счет того, что стаки копятся сами, и наносить огромный урон. Плюс здесь фортуна будет. Можно брать, конечно, русалку, брать озарение, но для такой колоды, как монах на равновесии, фортуна смотрится идеальнее всего. Дриаду я сюда беру на фей ярости тоже. Кобальт у меня везде будет стоять 2 левых таланта, потому что на 11-м кобальде без Зевса этими талантами максимально удобно его раскачивать. По шмоткам: копье короткоскорость, амулет проворности. Тоже, если вдруг каким-то чудом вы раскачаете на монахе проворности и сделаете кобальдов, поверьте, вас тоже никто не выиграет, и урона за счет фортуны будет колоссальное количество, и колода тоже вам очень сильно понравится. Вот такие вот, друзья, колоды без душни. В прошлые разы я рекомендовал ставить душню, потому что можно ее подбанить. Кому-то она не понравится, оставит вам ДД-колоды, поэтому сегодня я вот рекомендую вам 5 вот этих ДД-колод. Если кому-то нужна душня, опять же, вы можете собрать что-то с ведьмой, морским волком, но я не думаю, что кто-то захочет играть на душне, потому что достаточно много будет русалок и пешек с очищением, допустим, как тот же монах. Обязательно пишите в комментариях, играли ли вы, сколько вы сделали побед, и помогли ли вам данные колоды, и какая из них смотрится лучше всего. Но вот, ребятушки, мой фаворит инженер. Супер сильная колода. Также напоминаю, что я сегодня стримлю. На стриме у меня будут промокоды, там 8 или 10 штук, которые разыграю среди зрителей. Поэтому приходите, поиграем и разыграем промики. На этом все. Всех обнял, всем удачи, пока. Put my heart in your hands till it came back round. Oh, no.